Дорогие друзья, приглашаю вас сегодня связать изделие поворотными рядами. Полотно получается двустороннее, вяжется очень просто и в то же время интересно. Крючок я использую 4,5, пряжа у меня полушерсть, 240 метров в 100 граммах. И давайте посмотрим, что мы сегодня с вами будем вязать. И как я уже и сказала, мы будем вязать очень простое изделие. Это повязочка на голову. Вяжется очень просто. Приглашаю даже начинающих рукодельниц связать. Смотрится великолепно. Вяжется поворотными рядами. Раппорт в ширину у нас 2 петли. Раппорт в высоту 2 ряда. И хочу показать, что, видите, наше полотно как с одной, так и с другой стороны смотрится абсолютно одинаково. То есть нету лицевой, изнаночной стороны, да. Вот видите, очень красиво смотрится. Также мы с вами рассмотрим, как выполнить шов. Видите, он абсолютно незаметен у нас будет. Вот. И вот такая получится красивая повязочка. Узор авторский, вы можете его использовать для создания шарфика или любого другого изделия. Пишите в комментариях, что у вас получилось. А сегодня мы с вами будем вязать самую простую повязочку на голову. Начинаем выполнение нашей повязочки с 17 воздушных петель. Раппорт в ширину у нас 2 петли. Мы выполняем 8 раппортов, 8 на 2 16 и одну петлю добавляем для симметрии. Раз, считаем, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Напоминаю, цепочка из 17 воздушных петель. Раппорт в ширину 2 петли, раппорт в высоту 2 ряда. Я выполняю воздушную петлю и очень внимательно, смотрите, ввожу крючок во вторую петлю от крючка, выполняю патентный столбик без накида или столбик на воздушной петле. Я провязываю воздушную петлю и завершаю выполнение столбика. Далее в следующую петлю я выполняю соединительную. В следующую петлю я выполняю патентный столбик воздушный и столбик без накида. И в следующую соединительную. И так чередую патентный столбик и соединительная, патентный столбик без накида и соединительная. Так мы с вами вяжем до конца нашего ряда. Я завершаю выполнение первого ряда и после, смотрите, соединительной я в последнюю петлю выполняю патентный столбик. Помните, да, в первую петлю мы провязывали с вами патентный столбик. Далее воздушная петля и работу разворачиваю. Все вязание мы с вами будем выполнять за дальние полупетли. Я пропускаю воздушную петлю. Далее, теперь смотрите, над патентным столбиком без накида я буду выполнять соединительную. То есть выполняем в шахматном порядке. Там, где был патентный столбик, выполняем соединительную и наоборот. Пропускаю воздушную петлю, ввожу крючок в вершинку. Все провязываем за дальнюю полупетлю. Соединительная. И теперь там, где у нас соединительная была, у нас будет патентный столбик без накида. Соединительная, патентный столбик без накида. Напоминаю, раппорт в высоту 2 ряда. Они у нас с вами идут, видите, в шахматном порядке.
соединительная, петелечки, да, идут в шахматном порядке. И дальше соединительная. Ничего сложного. Узор получается объемный и очень красивый. Соединительная. Опять патентный столбик. Соединительная. Давайте довяжем уже вместе. Патентный столбик. Соединительная. Патентный столбик. Напоминаю, все за дальнюю полупетлю, соединительная. Далее патентный столбик. И помним, да, начинали мы с соединительной и заканчиваем мы с вами с соединительной. Все, второй ряд нашего узора готов. Узор у нас двусторонний. Раппорт ширину, повторюсь, 2 петли, раппорт высоту 2 ряда. И я начну выполнение еще одного ряда, мы повторим. Напоминаю, раппорт высоту 2 ряда, и мы с вами повторим. То есть начинаем выполнение первого ряда, воздушная петля, работу разворачиваю. И пропустив воздушную петелечку в полупетлю, я повторяю патентный столбик. То есть так же, как мы выполняли в самом первом ряду. Помните, да? Наш патентный столбик без накида. Далее за дальнюю полупетлю и соединительная. Дальняя полупетля и патентный столбик. Соединительная и патентный столбик. Соединительная и патентный столбик. Так мы с вами вяжем наш узор на необходимую нам высоту, чередуя наши ряды. Видите, узор получается двусторонний. Давайте уже посмотрим готовое полотно. Смотрится очень классно. Можно использовать буквально для любого изделия. Само полотно эластичное за счет того, что мы провязываем за дальние полупетли, но в то же время объемное и плотное. И повторюсь, оно двустороннее у нас. С одной и другой стороны смотрится одинаково. Такая красота у нас с вами получается. И в нашем случае это у нас повязочка на голову. Мы выполняем наше полотно на объем нашей головы. Мы выполнили полотно по объему нашей головы. Я покажу, как соединить аккуратненько и красиво. Смотрите, после того, как мы выполнили наше полотно, еще раз повторюсь, да, вот оно. Вот наш край, наборная цепочка, и вот видите, начало работы. Я специально ниточку не убирала. Наша рабочая петля вот находится здесь. Я выполняю воздушную петлю. И теперь смотрите, все очень просто. Ввожу крючок в первую петелечку. И далее ввожу крючок в дальнюю полупетлю. Ниточку уберу, чтобы она не мешала. Вот, в дальнюю полупетлю моей соединительной, да, в данном случае. То есть вот мой столбик, первый самый, и за дальнюю полупетлю я ввожу крючок вот таким образом. И выполняю соединительную. Далее я ввожу крючок в следующую воздушную. Опять же захватываюсь за дальнюю полупетлю и выполняю соединительную. Далее ввожу крючок и в следующий столбик, видите, за дальнюю полупетлю и соединительную.
следующую и за дальнюю полупетлю. И соединительную, следующую за дальнюю полупетлю. И так мы выполняем до конца нашего ряда. То есть до конца соединяем. Я завершаю выполнение нашего соединения. Вот видите, у нас с вами остались последние наши петелечки. Выполняю соединительную и воздушную петлю, ниточку обрезаю и хорошо подтягиваю. И смотрите, так у меня смотрится с одной стороны, а так смотрится с другой стороны. То есть практически абсолютно не видно, видите, соединение. Красиво, аккуратно и очень-очень просто. Нам остается с вами убрать нить и посмотреть, что у нас получилось. И давайте посмотрим, какой высоты у нас с вами получилась наша повязочка. Она получилась, высота у нее 8,5 сантиметров, видите, да? Мы с вами убрали ниточки, выполнили, напоминаю, соединение. Оно у нас абсолютно, видите, аккуратненько получилось, незаметное. И напоминаю, что у нас красивый эластичный узор, раппорт ширину 2 петли, раппорт высоту 2 ряда. Полотно получается двустороннее, великолепно подойдет для выполнения снуда, шарфика. Пишите в комментариях, где вы используете этот узор. Очень простой и в то же время, видите, эластичный. Прекрасно смотрится как при поперечном вязании, так и если вы будете, допустим, выполнять пуловер или какое-то другое изделие, именно вот таким образом располагаем. Снизу вверх, можно сверху вниз. В нашем случае мы выполнили повязочку. Теплая, красивая, эластичная. Спасибо, что смотрите. Не забывайте ставить лайки, подписываться и писать в комментариях обязательно, где вы использовали такой узор и что у вас получилось. До новых встреч и творческих вам успехов!